Всем кофеек, у меня в руках кофеек. Итак, наша сегодняшняя тема – творческий кризис. Кому как не мне об этом говорить, потому что я его испытывал много раз. Я пробовал множество разных способов, как можно творческий кризис побороть. И знаете, не все они помогают. Я до сих пор не знаю, как бороться с творческим кризисом. Но зато я точно узнал, как не надо это делать. И я расскажу о 5 способах, как не нужно бороться с творческим кризисом. Поехали! И первый нерабочий способ – это развить идею из краткого описания. Взять тему, которая укладывается в пару слов, и попытаться из этих пару слов сделать пару десятков слов. Вот вам весь их контент. Надувая резиновый шарик, мы не добавляем в него резины. Мы лишь увеличиваем пустоту. Если вы хотите рассказать своим зрителям что-то, что можно уместить в пару предложений, то не нужно пытаться эти пару предложений растянуть и добавлять кучу воды. Я вот хотел своим зрителям как-то рассказать о том, что наконец-то я теперь возвращаюсь на канал. И только и делал, что клепал ролики про свое возвращение, потом про то, что я ушел и снова вернулся. В общем, слов много, смысла мало. Да, и такое видео не наберет много просмотров, да вообще по любой теме, не только про возвращение. Потому что вся суть будет понятна только из первых нескольких секунд. И весь остальной ролик не будет иметь смысла смотреть вообще, и зрители, его и не досмотрят. И это вашу статистику подпортит. Шансы попасть в рекомендации будут снижаться. Я почти допил кофе. Ладно, продолжаем нашу тему разговора. Второй неудачный способ бороться с творческим кризисом. Разбавлять формат канала. Есть бочка меда, а есть ложка дегтя. Они не созданы друг для друга. Есть кружка кофе, а есть... У кого-то получается в одном формате сохранить баланс между разношерстным контентом, но иногда получается свалка. Ладно, объясню на примере. Если вы, допустим, пишете видео с разговорными блогами, например, у вас давненько не было видео, да? Нужно что-то срочно заливать, а то зрители вообще забудут о существовании вашего канала. А у вас, по сути, ничего нету из того, что вы пилите в привычном формате, и вы решаете эту проблему так. Вот вы недавно тут играли с Карифаном в какую-то игру, а заодно и записали. Быстренько все это монтируем и выкладываем. Вот весь контент. На самом деле, не надо так. Это явно что-то лишнее среди этого всего. Проблема такого разношерстного контента в том, что вообще-то зрители подписываются на твой канал с ожиданиями того, что они увидят в следующем видео. И если ожидания не сойдутся с реальностью, то новые зрители запутаются. Они не будут точно знать, на что они подписываются. На что? На игровые видео или на просто говорящую голову? Не все будут уверены, стоит ли вообще подписываться. А кто-то из постоянных зрителей может подумать, что так, тут что-то не так. Канал меняет свой формат? Но я люблю смотреть что-то похожее на то, что было раньше, а не на это. Поэтому, пожалуй, отпишусь. Вот и у меня тоже как-то раз вдруг вышел копатель. Это очень сильно нарушило представление о Косом ТВ в тот момент. Нужно как максимум стараться придерживаться уникальной обстановки, которая отличает все видео на вашем канале от видео на других каналах. Третий вредный совет. Импровизация с нуля. Я как-то слышал, аппетит приходит во время еды, мотивация приходит во время работы и так далее. То есть, если ты что-то не хочешь, а должен, либо если ты хочешь, но не знаешь, с чего начать, то просто импровизируй. В общем, якобы надо просто взять и начать что-то делать своими руками и своей головой. И поскольку руки и голова уже в этом замешаны, то им будет деваться некуда. И что-то получится. Я пытался. Порой получалось, но порой получилось совсем паршиво. Такой подход плох тем, что проблемы возникают из ниоткуда. Я вот брал камеру в руки и говорил: слушайте, давненько я тут видосы не снимал, давайте-ка поговорим о чем-нибудь. А потом я с этим материалом садился монтировать и даже не мог толковое название к ролику придумать. Не назвать же мне его «разговариваю на камеру». Если так, то вообще любой ролик можно так назвать. И эта проблема не мгновенная, она долгосрочная. Вот, к примеру, у меня есть видос. Называется «Видео ни о чем». И он буквально ни о чем. Как итог, с просмотрами у него и не очень. Без четкого понимания, что ты делаешь, ты ничего не сделаешь толкового. Старайтесь импровизировать постфактум. В процессе, когда вы уже понимаете, что делаете, спланировали, написали сценарий, это даже приукрасит ваш контент. Но весь ролик не должен строиться на импровизации. Четвертый совет. Дать себе время. Просто подожди, идея сама к тебе придет.
Внезапное озарение – это типичное для меня явление, но полагаться на это полностью не стоит, потому что порой идеи приходят слишком не вовремя, и когда уже они не нужны. Во время творческого кризиса явление идей тем более редкое. Именно поэтому у меня на канале видео выкладывались через огромные промежутки времени. Время шло, я волновался, идеи не приходили, а не приходили они, потому что я волновался. Замкнутый круг. Забудешь сделать видео, и так и зрители про тебя забудут. Да и вообще, ждать можно до самой старости, и в итоге ничего не дождаться. Так что имейте в виду, если вы даете себе время на формирование идеи, вы забираете у себя время на реализацию этой идеи. Вредный совет под номером 5. Спросить у подписчиков. Спроситься у своей активной аудитории о том, какое видео они хотят видеть следующим. Я иногда задавал такой вопрос и друзьям, и подписчикам, и себе. О чем бы вы хотели, чтобы было видео на моем канале? И знаете, аудитория странная штука, они не знают, чего они на самом деле хотят. В результате ответов на такой вопрос вы столкнетесь с 3 проблемами, с которыми вообще-то лучше не стоит сталкиваться во время творческого кризиса. Итак, первая проблема. Такие ответы, они либо кринжовые, либо они не подходят под формат вашего канала, либо вам они просто не нравятся, либо, они такие, что вы просто, явно не будете этим заниматься из каких-то соображений. Вторая проблема. Никто не захочет с вами делиться своей идеей, потому что для них она достаточно ценна. Кого бы вы ни спрашивали, он подумает, скорее всего, лучше я оставлю эту идею себе. Даже если это будет значить, что они сами никогда эту идею не воплотят. Ну и третья проблема. Идея годная, с вами ею поделились, и даже вам она нравится. Но как ее делать-то? У вас нету возможностей для ее воплощения, либо каких-то технических возможностей, либо навыков не хватает, либо нужны люди. То есть в рамках третьей проблемы у вас просто нету чего, что нужно именно для воплощения этой идеи. Тоже проблема. В итоге вы останетесь ни с чем, кроме потраченного времени. Поэтому я не буду вас спрашивать, о чем бы вы хотели следующее видео. Но вы все равно напишите, если вдруг эта идея придет вам в голову. Это были 5 вредных советов, как не надо бороться с творческим кризисом. Никогда не повторяйте моих ошибок, иначе ваш драгоценный канал превратится в Косое ТВ. Кстати, подписывайтесь на него. До следующей встречи. Все тут прибрать. Короче, уборка. Это уборка питерская, если быть точнее, бердская. Вообще, на самом деле, нельзя снимать свой беспорядок. Мне тут просто говорящий камень подсказывает, что мне надо наоборот снять свой беспорядок